Эти места всегда считались странными. Говорили, что здесь делали то, о чем лучше молчать. Теперь здесь дом престарелых. Годы стирали стены, но не стерли то, что в них поселилось. Легенды никуда не исчезли. Сегодня вы услышите историю, которую давно пытались скрыть. Из окна автобуса Денис смотрел на унылый грязный пейзаж. Среди этих берез, елок и полей ему предстоит провести почти 2 года. Гаррет Сторис. Денис закончил педагогический, и после получения диплома ему светил год в армии. Наслушавшись разных историй от одноклассников, он решил воспользоваться своим правом на альтернативную гражданскую службу. Минусов было много. Например, он не имел права выбирать место, где служить. Также альтернативная служба длилась дольше почти на целый год, чем в армии. Но для Дениса все эти минусы все равно перекрывали все плюсы службы в рядах вооруженных сил. Родители его поддержали. Местный военком поуговаривал и махнул рукой. Денис быстро прошел всех врачей, призывную комиссию и получил предписание на должность санитара в дом престарелых «Родничок» в Пермском краю. Честно говоря, Денису было все равно, куда его направят. Работы он не боялся. Если попросить друзей описать Дениса 3 словами, самыми популярными получились бы слова «надежный», «верный», «спокойный». Денис хмыкнул. Нет, все правильно. Он был надежным и верным, редко проявлял сильные эмоции, много читал. Обожал исторические книги и фэнтези. А если эти жанры еще и смешать и поиграть ими во времени, то Дениса бы никто за уши не оттащил от такой книги. Из-за книг он и пошел на исторический факультет. Автобус остановился где-то в поле. Водитель показал на тропинку и махнул рукой в направлении горизонта. Сказал, что тут недалеко, 6 километров, и что до темноты точно дойдет, если по сторонам смотреть не будет, да на девок заглядываться. Денис удивленно посмотрел на водителя, тот заржал, и дверь пазика с шипением закрылась. Денис огляделся. Остановка выглядела как столб, и рядом лавка. От нее в поле вела тропинка. Денис надел рюкзак, взял сумку и бодро зашагал по ней. Через 10 минут сзади раздался автомобильный сигнал. Рядом с Денисом остановилась машина. Водитель, открыв дверь со стороны пассажира, крикнул: «Эй, парень, ты не в Родничок? Садись, подвезем, мы туда же». Водителя звали Дмитрия. Вез он в дом престарелых своего отца. Вез по его желанию. Отец сидел сзади, представился Мироном Сергеевичем. Преподаватель истории в университете. Бывший преподаватель. Решил написать книгу на пенсии о легендах и мифах здешних мест. Вот и попросился сюда, пожить в месте возникновения многих суеверий этого края. Было видно, что Дмитрий не сторонник идеи отца. Всю дорогу он отговаривал его, убеждал, что сейчас все можно найти в интернете, и внуки помогут. Но Мирон Сергеевич упрямо отказывался. Окруженный каменной оградой дом престарелых Родничок стоял на холме. Он находился на месте бывшего монастыря. Они въехали на территорию. Их встретила высокая, на голову выше остальных, женщина 40 с лишним лет. Представилась Кариной. Она радушно улыбалась Дмитрию, потом позвала сотрудников, попросила проводить Мирона Сергеевича и Дмитрия в комнату. Они ушли, а Денис стоял на месте, не зная, куда ему идти дальше. Карина замешкалась. Она думала, что Денис – внук Мирона Сергеевича. Денис протянул ей предписание из военкомата. Карина нахмурилась, поджала губы и махнула рукой, приглашая следовать за ней. Они вошли в главный корпус, их встретила тишина. Во всем корпусе, казалось, не было никого, кроме них. Палаты действительно оказались пустыми. Карина объяснила, что пока у них никто не болеет, и все живут по своим комнатам. А Денис может пока пожить тут, в одной из палат. В конце концов, он тут не навсегда. Потом Карина дала ему лист с расписанием работы столовой и ушла провожать Дмитрия. Оставив свои вещи, Денис отправился изучать территорию. Он проголодался, и поэтому первым делом стал искать столовую. Столовая находилась в отдельном корпусе. Как он узнал потом, большая часть была выделена под обеденную зону, но в малой части находились комнаты для персонала кухни.
Денис вошел в пустое помещение. Обыкновенная столовая. Такие можно найти на любом вокзале провинциальных городков России. На кухне тетки готовили еду, равнодушно громыхая посудой. И тут на кухне он увидел лицо молодой девушки. Она смотрела на него с ужасом. Денис оторопел и вышел на улицу. Странная девушка и странная реакция. Его мысли прервал окрик Мирона Сергеевича. «Денис!» Мирон Сергеевич проводил сына и пригласил Дениса прогуляться до ужина. Несмотря на такую разницу в возрасте, Денису было очень интересно, и время пролетело незаметно. Мирон Сергеевич рассказал про монастырь, в котором сейчас находится дом престарелых. Как выяснилось, сначала тут была небольшая деревня и при ней церквушка. Приход был бедный, деревня нищая. И батюшка будто с ума сошел, стал какие-то ритуалы проводить, чтобы богаче стала их деревня, успешнее. И вроде бы для людей старался, но был неумным и недальновидным. Вызвал он своими ритуалами чертей, и началось несусветное твориться. А батюшка тот в панике в синод стал писать, просить перевести его или прислать еще батюшек, чтобы изгнать нечистых. Синод батюшек не прислал, зато эта история стала известна журналистам, и в деревушку повалил народ. В то время эзотерика была интересна всем без исключения. Ну и жители деревни подсуетились. За ночлег и еду втридорого брали с постояльцев. А их было так много, что домов на всех не хватало. Жители стали навесы строить в поле и во дворах, и их сдавали как жилье. Ну а часть доходов жертвовали своему батюшке на строительство церкви. И строительство действительно началось. Построили дом для журналистов, потом ограду, а потом синод батюшку отозвал, церковь закрыли. Здание превратили в больницу. В советские времена тут построили родильный дом, хирургический корпус, был свой морг. В больнице лечились все деревни района. А потом это место кто-то выкупил и закрыл доступ. Деревни стали хереть, молодые разъезжались. А это место, наоборот, росло и крепло, хотя по всем законам должно было разрушиться. Мирон Сергеевич действительно был увлечен. Он писал книгу об этом монастыре. Он хотел разгадать его тайны. Но сначала он должен был прочувствовать это место, поэтому и приехал сюда, на месяц-другой. Настало время ужина. В столовую потянулись старички и старушки. Во время ужина в зал вошла Карина и обратилась ко всем присутствующим. «Друзья мои, сегодня отбой раньше на час. Допиваем витаминный компот и расходимся по комнатам». Затем она подозвала девушку, которую Денис заметил в кухне. «Ника, соберешь ему ужин с собой, поест сегодня в палате». Ника кивнула и ушла. Старички неспешно допивали компот и тянулись к выходу. Вышла Ника, резким движением сунула Денису контейнер, развернулась и ушла к себе. Карина и Денис вышли на улицу. Старички группами расходились по своим комнатам. Сумерки сгущались. На небо выползала луна. «Полнолуние», — отметил про себя Денис. «Я провожу», — сухо сказала Карина и направилась к главному корпусу. Денис поспешил за ней. Оказавшись в палате, он решил поесть. В контейнере лежали котлеты, картофель и какая-то коробка. Он открыл ее. В ней лежали иголки. Их было много. А еще была записка. «Завтра же уезжай отсюда. Иголки воткни в косяк по всему периметру. И в подоконник». Денис задумался. Это написала та девушка, Ника. Ну что за чертовщина с иголками? В университете он ходил на мастер-класс к одному старичку по теме легенд и суеверий в Поволжском регионе. И вот он рассказывал, что иглами отпугивают злых духов. Но не смогут они пробраться в жилье. Чем черт не шутит? Глухомань тут такая, что, может, и черти водятся. Денис встал и аккуратно воткнул иголки в дверной косяк. Ночь была неспокойной. Незнакомые Денису звуки не давали заснуть. Ему чудилось, что кто-то ходит в коридоре и дышит в его дверь. Деревья отбрасывали на шторы причудливые тени. Они двигались. Уходила одна, и тут же приходила другая. Замирала около окна и исчезала, а ее сменяла третья. Денис долго смотрел на этот калейдоскоп теней и не заметил, как заснул. Утром Дениса разбудила бодрая музыка. Он прислушался. Что-то знакомое. Советские марши. Их слушала его бабушка.
Денис встал, умылся и отправился искать Карину для определения места работы. Карина на всю неделю прикрепила его к кухне. Он чистил картошку, выносил мусор, драил посуду. Вчерашняя хмурая девушка не разговаривала с ним. Но когда они остались одни, она подскочила к Денису и зашипела на него. «Я же написала, уезжай! Какого черта ты сюда приперся? Здесь опасно!» Денис развел руками. «Не могу. Я тут служу, и по собственной воле уехать не могу». Ника отвернулась. «И надолго ты сюда направлен?» Напряженным голосом спросила она. «Почти на 2 года». Ника охнула и замолчала. Потом она резко выдохнула и выпалила ему в лицо. «Тогда постарайся не выходить на улицу после 20:00 и до рассвета. И не смотри на меня так. Тут много странностей, и это место опасно для жизни. Сам увидишь. Хотя я тебе этого не желаю». Ника резко отошла от Дениса, будто и не разговаривала с ним. В кухню, подозрительно глядя на них, вошли остальные сотрудницы. Потянулись дни службы. Денис выполнял все поручения. В основном это была уборка территории и помощь на кухне. К пациентам его не допускали, а он и не просился. С Мироном Сергеевичем они очень сдружились. По вечерам до ужина они гуляли и разговаривали. Мирон Сергеевич прямо расцвел, когда узнал, что Денис закончил исторический. Иногда они спорили о прошлом, о настоящем и о будущем. Ника стала добрее к нему относиться. Осознав, что он действительно тут не по своей воле, она будто взяла над ним шефство. Денис старался соблюдать режим и не выходить после 20:00 на улицу. Да, честно говоря, он за день так уставал, что после ужина сразу заваливался спать. Раз в месяц проводился день открытых дверей. К Мирону Сергеевичу приезжал сын, Дмитрий, и каждый раз уговаривал его уехать. Мирон Сергеевич смеялся и обещал, что до первого снега тот сможет его забрать. Денис забыл о предупреждениях Ники, а она и не напоминала. Но следующий гостевой день стал для Дениса началом обрушения его реального мира. Как-то раз за ужином Карина объявила, что завтра будет день открытых дверей. На следующий день приехали гости. Все шло как всегда. Приехал Дмитрий. Он долго обнимал отца и говорил, что скучает. Мирон Сергеевич не выдержал и согласился уехать. Дмитрий радостный побежал оформлять документы. А Мирон Сергеевич пошел собирать вещи. Денису было жаль расставаться с ним, но все же он был рад за Мирона Сергеевича. Он видел, как тот скучает по дому и семье. Денис шел попрощаться с другом, когда увидел, как всех гостей Карина повела на экскурсию. Это тоже было обычным делом. Карина любила делать это сама. Она с гордостью рассказывала гостям, как тут у них все устроено. Толпа гостей направлялась к задней ограде. Среди них был и Дмитрий. Мирон Сергеевич вышел из своего корпуса с сумкой и сел на скамейку у ворот. Рядом присел Денис. Гости уже возвращались с экскурсии, расходились по машинам. К ним подошел Дмитрий. Он холодно посмотрел на отца и язвительно произнес: «А ты чего с сумкой, отец? Куда ты собрался?» Мирон Сергеевич и Денис опешили. «Да, домой», — ответил старик. Дмитрий смерил старика взглядом, от которого тот съежился. «Домой? Ты там не нужен, ты остаешься». И пошел к машине. Подойдя к ней, он пнул ее по колесу и грубо выругался. «Что за колымага?» Потом он сел и уехал. На Мирона Сергеевича было страшно смотреть. Он состарился сразу на 10 лет. Мертвым голосом он произнес: «Он больше не приедет». Потом он взял сумку и, шаркая ногами, тяжелой походкой побрел в свою комнату. На следующий день Денис был назначен на уборку территории. Он убирал опавшие листья, когда к нему подошел Мирон Сергеевич и напряженным голосом сказал Денису: «Мне кажется, я могу вам доверять. Вы знаете, я изучал много легенд и суеверий этого края, и при этом всегда оставался скептиком. Но сейчас я вам скажу то, во что я сам не хотел бы верить». Мирон Сергеевич смотрел куда-то в сторону. Потом повернулся к Денису. В глазах было отчаяние и неверие собственным словам. «Дмитрий не мой сын.
То есть юридически, да, и утром он был моим сыном. Но потом все изменилось. Будто кто-то или что-то вселилось в него. Мирон Сергеевич взял Дениса за руку. «Не спешите переубеждать меня в обратном. Вы и сами заметили отличия, не так ли? Мой сын обожал свою машину. Он собрал ее собственными руками и гордился этим. И никогда не стал бы ее так поносить. И он назвал меня отец. Не папа, а отец. Такого ни разу не было. Тут что-то происходит, Денис, очень странное. И постепенно все ходячие переводятся в корпус для лежачих». «Но такого корпуса тут нет», — растерянно ответил Денис. Мирон Сергеевич хотел возразить, но на дорожке появилась Карина, и старик предпочел уйти. Денис и сам долго думал над странным поведением Дмитрия. Но кто в такое поверит? В ту же ночь в дверь комнаты Дениса кто-то постучал. Он открыл дверь. На пороге стоял Мирон Сергеевич. Денис радушно пригласил его к себе. Мирон Сергеевич уже занес ногу, но будто передумал. Сзади раздался стук в окно. Денис обернулся. В окне было лицо Мирона Сергеевича, искаженное ужасом. Он хрипел: «Помоги мне!» Денис повернулся к двери. Там никого не было. Он выбежал на улицу, обошел дом. По всей территории он слышал не то шепот, не то шорох падающих листьев. Вдалеке раздавался волчий вой. Денис никого не нашел. Он поежился и ушел к себе, лег спать. На следующее утро он узнал, что у Мирона Сергеевича был инсульт, и его отвезли в областную больницу. Болезнь Мирона Сергеевича, как ни странно, еще больше сблизила Дениса с Никой. Они много обсуждали странное поведение Мирона Сергеевича и его сына. И у Дениса всегда возникало ощущение, что Ника хочет что-то сказать, но боится. Очередной день открытых дверей был отменен из грозового шторма и проливных дождей. Не было смысла, дороги развезло, и к ним никто не сможет проехать. Ника попросилась к Денису, чтобы вместе пережить страшную ночь. Сегодня она была особенно тревожной. К грому и шорохам добавились визги и отдаленные крики. Денис мог поклясться, что слышал голос сестры. Несколько раз он порывался выйти на улицу и обойти территорию, но каждый раз Ника цеплялась за него и просила не оставлять ее одну. Внезапно Ника вскрикнула. Денис повернулся к ней. Она смотрела в окно. В окне Денис увидел лицо пожилой женщины. Она ласково гладила стекло с другой стороны и губами произносила имя Ники. А Ника смотрела на нее и плакала. Денис спросил: «Кто эта женщина?» «Мама». «Твоя мама тоже здесь? Так вот почему ты здесь работаешь?» «Нет, мама умерла». Она сжала кулаки. «Они убили ее. Не смотри на меня так. Сначала они забрали ее тело. Монстр из старухи перебрался в тело мамы, а маму переместили в тело старухи. Когда она приехала к нам, это уже была чужая женщина. Она даже не помнила имя брата, своего собственного сына. Я тогда решила выяснить, что тут произошло. Устроилась сюда, на кухню, и стала искать. И нашла мою маму в корпусе лежачих. Ты знал, что тут такое есть? Они скрывают, но он есть. В корпусе, где морг. Туда никого не пускают. Но однажды 2 женщины, обслуживающие тот корпус, пропали. А мне поручили кормить лежачих. Я неделю тогда ходила к ним». Ника улыбнулась. В глазах стояли слезы. И одна старушка взяла меня за руку, а большим пальцем стала водить по моей ладошке круги. Мама так делала. 5 раз в одну сторону, 5 раз в другую, и беды закончатся, говорила она. Старушка смотрела на меня и плакала. И мы договорились, что она будет моргать на мои вопросы. Да, 1 раз, нет, 2 раза. Я стала задавать вопросы, но я и подумать не могла тогда, о чем действительно надо было спрашивать. Это все не укладывалось у меня в голове. Но постепенно мы все же выяснили, что с ней случилось. Ника вымученно и жалобно посмотрела на Дениса. «Отсюда выходят монстры.
В гостевой день они подменяют души. Души молодых переносятся в тела стариков, а монстры уезжают отсюда в новых шкурках, как они говорят. А вот куда души самих стариков деваются, вообще страшно представить. Пожирают, наверное. Это какой-то грёбаный инкубатор монстров. Денис сначала хотела возразить, успокоить ее, а потом вспомнил, что говорил Мирон Сергеевич про своего сына. А что с этим делать? Не знаю. Я написала в форумы. Мне никто не отвечал. Меня отсылали на платформы для авторов фантастики. Но буквально вчера я получила ответ. Какой? От кого? Не знаю. Аноним. 2 слова. Жди скоро. Вот сижу и жду. Раскат грома за окном заставил их вздрогнуть. Денис задернул шторы. Сел рядом с Никой, обнял ее. А на шторах плясали тени. И одна из них была на голову выше других. Утром Денис с Никой вышли из его комнаты. Карина стояла на посту дежурной сестры. Она увидела их, поджала губы, но ничего не сказала. Во время завтрака в столовую вошла Карина. Внимание! Сегодня объявляется внеочередной гостевой день. Вместе с гостями к нам приедет проверка. Не пугайтесь. Ведите себя обычно. Потом, сделав знак Нике, Карина повернулась к Денису. Денис, для вас и Ники у меня сегодня особое поручение. К столу Дениса подошла Ника. Карина продолжила. Проведете сегодня экскурсию для гостей из министерства. Покажете им все. Карина достала ключи и с нажимом произнесла. Включая дальний корпус. Вот ключи от него. Потом она улыбнулась Нике. А для тебя, солнышко, у меня сюрприз. Карина вышла. Побледневшая Ника дрожащими руками взяла ключи и медленно села рядом с Денисом. Она поняла, что я знаю их тайну и что я тебе рассказала. Мертвым голосом сказала она. Сегодня они заберут наши тела. Ближе к обеду стали приезжать гости. Персонал встречал их прямо у ворот. Родственников было немного, больше было машин из министерства. Последней припарковалась Toyota Previa, из нее стали выходить люди. Ника вцепилась в руку Дениса. Денис посмотрел на Нику, она была вся белая и смотрела только на одного человека. «Брат!» – выдохнула она. К ним подходил парень чуть старше Дениса. Он улыбался ей. «Сэм!» – Ника кинулась к нему. Потом она подвела Сэма к Денису. «Это Денис, а это брат, Семен, Сэм», – представила она их друг другу. «А я Яна», – откуда-то вынырнула девушка и горделиво добавила. «Я девушка Сэма». Сэм обнял ее. Девушка протянула руку Нике. «Уверена, что ты ждала встречи со мной. Я же пообещала, что скоро». Лицо Ники вытянулось. Она во все глаза смотрела на Яну. Гостей первым делом накормили. Накрыли им столы в зоне отдыха. Некоторые родственники высказали желание пообедать со своими родными в обеденной зоне. Им никто не препятствовал. После обеда родственники остались общаться со своими родными, а гости из министерства отправились осматривать территорию. К ним присоединились и гости Ники. Министерские заглядывали в каждую щель и фотографировали. На напряженные вопросы Карины они буркнули один раз для отчетности и продолжили свое дело. А женщина с рыжими волосами отвела Карину в сторону и сообщила, что проверки сейчас очень жесткие. Недавно произошел пожар в Кемерово в доме старости и вскрылись некоторые вопиющие факты в Татарстане. Поэтому их и посылают на внеочередные проверки. Карина успокоилась. Осмотр заканчивался небольшим зданием около задней ограды. Денис там никогда не был. Он бы с удовольствием занялся другими делами, но Карина всегда следовала с ними рядом. Она будто подталкивала Нику и Дениса вперед, не давая им убежать. Впереди Ники шел Сэм с Яной и их друзьями. Друзья были шумные, ходили по всей территории, залезали в каждый угол, чем страшно злили Карину. Она уже не церемонилась с Никой и Денисом. Она ускоряла их шаг, толкая вперед. На возмущение Дениса Карина внимательно посмотрела на Нику и произнесла с нажимом на каждое слово. Успокой своего друга.
Карина посмотрела на Сэма, который шел, обнимая Яну, и добавила: Твой брат с девушкой оценят это. Ника взяла Дениса за руку и умоляюще на него посмотрела. Денис сник. Около здания Карина громко объявила, что это морг, и что экскурсию сегодня проводит их сотрудница Ника. На что женщина с рыжими волосами жестко возразила, потребовав, чтобы здание им показала именно руководитель комплекса, добавив, что уже объяснила всю серьезность сегодняшней проверки. Карина поджала губы, со злостью вырвала ключи из рук Ники и пошла вперед. Холод окутал всех вошедших. Холод и странный запах. Карина буркнула женщине с рыжими волосами: «Это морг, осматривайте. Документы дам позже. Трупов на сегодня нет». Команда министерских стала фотографировать и что-то писать. Всем хотелось поскорее выйти отсюда. Казалось, холод разъединял людей. Сэм и Яна перестали обниматься, и только Денис крепче сжимал ладонь Ники. Внутренняя тревога обострила его зрение, чутье, слух. Он слышал за стенкой стоны и тихий плач. Рыжая женщина подошла к задней стенке, положила на нее руку, прислушалась. «Ну а там что?» «Там ничего, это все здание». Ника сжала ладонь Дениса и громко сказала: «Там корпус для лежачих». Карина резко повернулась к Нике, глаза сузились. В тусклом освещении морга Денису даже показалось, что зрачки у нее стали вертикальными. «Открывайте!» – потребовала женщина с рыжими волосами. Карина шумно выдохнула, не сводя с Ники взгляд, от которого последняя белела прямо на глазах. Ты его и покажешь. Всем!» – прошипела она и нажала на кнопку. Стена отодвинулась. Женщина с рыжими волосами остановила всех и махнула рукой. Сначала зашли ее сотрудники и рассредоточились по стенам, затем вошли все остальные. Карина буквально втолкнула Нику и Дениса, затем вошла сама, продолжая толкать молодых людей в центр комнаты. В комнате стояли кровати. На них лежали старые люди. Кто-то из них плакал, кто-то злобно шипел, глядя на толпу людей. «Мирон Сергеевич!» Денис узнал в одном из стариков своего друга и рванул к нему. Его остановил мужчина. Стой на месте. Все будто замерли. Двигалась только женщина с рыжими волосами. Она шла по комнате, останавливалась около каждой кровати, смотрела и помечала ее кусками разноцветных стикеров желтого и красного цвета. Потом она повернулась к остальным. «Желтых выносим, красный остается». От двери раздался голос Яны. «Мам, а с этой что делать?» Она кивнула на Карину. Женщина с рыжими волосами подошла вплотную к Карине, и та съежилась под ее тяжелым взглядом, будто даже стала меньше ростом. «А это?» Женщина приклеила на лоб Карины красный стикер. «Остается со своими тварями». Дверь открылась. Люди стали выносить кровати, помеченные желтыми стикерами. Карина попыталась выбежать, но между ней и выходом будто стояла невидимая стенка. Женщина с рыжими волосами вышла из комнаты вслед за последней кроватью. На выходе она повернулась к Карине. «Ты не сможешь выйти отсюда, как и все они, и скоро вы начнете жрать друг друга. Санаторий для тварей закрывается». И она нажала на кнопку. Денис стоял на улице. Рядом на кровати плакал и трясся Мирон Сергеевич. Вокруг здания люди творили какие-то обряды. Руководила ими Яна, девушка Сэма. Сэм стоял очень серьезно и обнимал Нику. «Ты, видимо, давно писала про все это. Неделю назад на меня вышли люди и стали спрашивать про это место. Но я рассказал им все, что знал от тебя, про нашу маму. И сказал, как сильно я за тебя боюсь. И они разработали план, чтобы тебя отсюда вытащить. Яна притворилась моей девушкой. Через меня они попали сюда. Плюс организовали неожиданную проверку из министерства. Чтобы времени не было проверить, подготовиться. И вот мы тут». Денис стоял и слышал, как в замурованном здании визжат твари, а одна из них выкрикивает имя Ники. И он крепче и крепче сжимал руку Ники, защищая ее ото всех. Он слышал слова благодарности из навсегда сомкнутого инсультом рта старика, лежащего в кровати.
Он будто вошел в новый мир, в мир звуков. К ним подошла Яна. Она внимательно посмотрела на Дениса и улыбнулась. «В наших рядах прибыло. Расскажи, что изменилось». И Денис стал рассказывать. Вокруг них собрались люди. Они ходили вместе с Денисом к каждой кровати, а он рассказывал все, что так долго молчавшие старики хотели бы сказать, но не могли. Иногда он поворачивался к остальным и озвучивал мысли некоторых из них, и в толпе раздавались взрывы хохота. Вера тряхнула вспыхнувшими огнем под осенним солнцем волосами. Они посмотрели с Яной друг на друга и кивнули. Пора было ехать дальше. Тут они свое дело сделали.